Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу рассказать вам, как закрыть кольцо или дугу, переворачивая и не переворачивая работу. А также поясню, для чего нам это нужно и как понять, надо ли переворачивать работу. Итак, для примера я взяла две очень простые схемы. Как вы видите, они отличаются только направлением дуг. В этом рисунке дуги загибаются вверх, а в этом вниз. При этом описание этих двух схем может быть совершенно одинаковым. Например, количество узлов будет проставлено на самой схеме, или же будет дано текстовое описание. Например, на английском это может выглядеть вот так, а на русском вот так. В чем же тогда отличие и как сделать так, чтобы дуги загибались по рисунку? Ответ заключается в том, переворачиваем мы работу или нет. Давайте посмотрим на дуги и кольца, выполненные по вот этому рисунку. Обратите внимание на внешний край дуг и кольца. Узелки у нас идут вот так, не прерываясь. Теперь давайте посмотрим дуги и кольца, выполненные вот по этому рисунку. Здесь же узелки расположены по-другому. Итак, когда узелки идут непрерывно, работу не переворачиваем. Есть разрыв, переворачиваем. В своих схемах я обязательно это указываю. Если в моей схеме нет указаний, значит разницы, как закрывать элемент, нет. Как правило, это самый последний элемент, после которого мы просто завязываем узелок и отрезаем нитки. Теперь же давайте перейдем к практике. Я уже набрала 7 узлов для дуги. Как вы видите, дуга загибается вниз. Давайте выполним узелок, не переворачивая работу. Придерживаем левой рукой работу, не меняя положение. Заводим иголку за нить, идущую к клубку, и затягиваем узелок. Не меняя положение, начинаем выполнять следующий элемент. У меня это кольцо из 15 узелков. Закрываем кольцо, вновь не переворачивая работу. Не меняем положение и начинаем выполнять следующий элемент. Так как это последний элемент, то тут не важно, переворачиваем мы работу или нет. Теперь давайте посмотрим, как переворачивать работу. Я вновь набрала 7 узлов и затянула дугу. Она у нас смотрит вниз, а нам надо, чтобы она смотрела вверх. Я держу дугу между большим и указательным пальцами, большой палец сверху. Меняю положение так, чтобы большой палец был снизу, и переворачиваю, чтобы вновь он был сверху. Проходим иголкой под нитью, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Дуга у нас теперь смотрит вверх, и следующий элемент будет по рисунку.
Закрываем кольцо. Переворачиваем его и выполняем узелок. Выполняем дугу. Так как это последний элемент, то при его закрытии нам опять-таки не важно, как именно его закрывать. Главное выполнить узелок. Вот и все. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Если вам понравилось и вы хотели бы, чтобы я продолжала снимать такие уроки, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы получать уведомления о новых мастер-классах. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!